Привет, мои хорошие! Сегодня я вам хочу рассказать, как я готовлю булгур-пилав по-турецки. Режем средний один лук, режем его кубиками, как обычно на готовку. Предварительно я поставила кастрюлю на огонь. Сейчас она у меня немножко подогреется. Потом мы нальем масло. Мои хорошие, не подогревайте сковородку с маслом или кастрюлю, потому что оттуда выходят канцерогены. Поэтому сначала железо греем, а потом добавляем уже туда масло. Масло где-то, смотрите по жирности, как вы сами любите, но не меньше 5 столовых ложек, не меньше. А там уже как по вкусу. Мы сильно жирное не любим. Поэтому масла лью не так много. Бросаем туда лук. Так, пока у нас лук подходит, мои хорошие, хочу с вами поговорить по поводу томата. Заводской томат я не добавляю, потому что мы один раз с мужем поехали на фабрику, где изготовляют томат, и мы немножко с ним были, даже не немножко, а мы очень были шокированы тем, что творится на томатной фабрике. И поэтому, мои хорошие, вам не советую. Салча называется по-турецки. Берите домашнего изготовления. В деревнях, кёй называется, продают, сами женщины делают из томата. У меня, например, не салча, но свекровь моя делает, типа томата, что ли. Но это живые помидоры. А салча вот делает моя свекровь сама летом из своих помидор. Так что, мои хорошие, лучше заказывайте в деревне кёйда, чем заводской магазинный томат. Так, мои хорошие, наш лук уже подходит. До румянца его не пережарьте, а то будут горчить уголечки потом. Так, мои хорошие, лук у нас уже подошел. Что мы делаем дальше? Берем томат. Вы можете взять салча. Если у вас есть салча, то есть заводской или свой томат, вы берете его, томатная паста, вы берете где-то 1 столовую ложку, будет достаточно вам. Но так как у меня свежие помидоры, перекрученные консервы, я буду добавлять 2 столовые ложки. Буквально минутку, чтобы вода выпарилась отсюда, жидкость. Так, жидкость у нас практически выпарилась. Что мы делаем дальше? А дальше мы добавляем булгур. Мерный стаканчик у меня 200 миллилитров, мои хорошие. Поэтому добавлять буду я 2 стаканчика. Раз. И 2. Особо мешать не обязательно, так слегка промокнуть его будет достаточно. 1 чайную ложку соли. Пропорция воды и булгура у нас 1 к 2. То есть, если я добавила 2 стакана булгура,
Я добавляю 4 стакана воды. Не воды, а кипятка. Чтобы вам не ждать, когда закипит вода, вы сразу вскипятите воду предварительно. И кипяченую воду добавляйте сюда. 3, 4. Ну, немножко можете еще добавить на глаз. Мешать тоже это не обязательно. Вот так один раз слегка крутануть. И достаточно. Закрываем крышкой. И ставим огонь на очень медленный, чтобы вода у нас не выпарилась и ничего у нас не сгорело. Мои хорошие, прошло у нас 15 минут. Вот такой у нас булгурчик пока еще здесь варится. Водичка должна вся испариться оттуда. Поэтому мы его оставляем дальше. Пусть у нас он кипит. Так, мои хорошие, вода испарилась. Выключаем газ. Хорошенечко все перемешиваем. Вот такой он у нас красавчик получился. И цвет у него очень красивый получается. И вкус такой же, поверьте мне. Оставляем его настояться еще на минут 15. И наш булгурчик отменный готов. Так, у нас на готовку времени ушло полчаса. Ровно 30 минут.